А отверстие присутствует в поршне, то есть это не тюнинг был. Вот зачем оно здесь нужно? Может мне кто-нибудь сказать? Ребята, всем привет! Сегодня мы будем исследовать просто невероятный по конструкции и по работе миниатюрный двигатель. Называется он Комета МД-5. Он очень-очень старенький, можно сказать древний, 1965 года выпуска. Но, тем не менее, весьма интересный. Как вы думаете, зачем у него на поршне дырка такая? И вообще, зачем ему такой поршень? Такой конструкции? А работает он просто чума. Вы себе даже не представляете как. И как вы думаете, сколько тут лошадей? А ну-ка. Так, 9 рублей 50 копеек. Я так понимаю, для тех времен это было весьма дорого. Изучим инструкцию. Обратите внимание, в каком она великолепном состоянии. 1963 год. Мощность у него, так. Написано, что 0,5 лошадей при 16 тысячах оборотов в минуту. Представьте себе, какую мощность выдает движок объемом 5 кубических сантиметров. Но, ребята, прикол в том, я не знаю, как другие экземпляры, но этот практически не создает тягу, хотя крутится просто как бешеный. И я бы назвал его самым громким двигателем в мире. Он создает настолько мощное звуковое давление, что в ушах аж как-то тепло становится. Итак, сегодня мы его будем разбирать. Покажу вам его конструкцию простейшую. Что-то с каждым двигателем, который я обозреваю, конструкция все проще и проще, и деталей все меньше и меньше. Тут, вот, например, всего лишь 2 детали картера. И все-таки хорошо, что в наше время можно найти практически любой вид топлива в авиамодельных магазинах, да и в интернете, в онлайн-магазинах все прекрасно продается. Здесь используется калильное топливо, смесь метанола и масла. Но мы будем использовать еще и с добавкой нитрометана, ну как обычно. Потому что современное топливо, оно именно такое. Посмотрим, какая будет моща. Тягу я не измерял, но очень нравилось мне его запускать, потому что очень громкий. По тяге у меня еще более уникальный движок есть, который вообще практически тягой не обладает, но шумит тоже прекрасно. Когда-нибудь сделаю обзоры на него. Я заметил, что очень популярен двигатель до сих пор. Один из подписчиков просто душу всю вытряс из меня, чтобы я сделал этот обзор. Ну вот, ребята, делаю. Я и сам давненько собирался, да вот все никак. Смотрите. Хон есть. Что-то я не вижу там хона никакого. Да его здесь никогда и не было, друзья. Обратите внимание, какая камера сгорания. Видите? Видно установленную свечу накаливания. Именно благодаря ей поджигается топливо-воздушная смесь. Свеча все время раскаленная, двигатель не зря называется калильный, потому что у него калильное зажигание. Именно от красного накала свечи воспламеняется топливо. У меня здесь есть и древние свечи, с помощью которых просто нереально его запустить. Но они вот как-то так выглядят. Хитрая у них конструкция. Здесь текстолитовая шайбочка. Современные свечки имеют немножко другой вид и используется платиновая спираль. А вот здесь я не уверен, что она платиновая. Самое интересное, что у движка с объемом 5 кубических сантиметров имеется компрессионное кольцо. Это не свойственно таким маленьким двигателям, но здесь оно есть. Почему-то я видел все время одно кольцо. Может быть, их 2 должно быть, потому что канавки 2 на поршне. Закручено серьезно, конечно. Еле открутил. Но так как у меня 2 поршня, может быть, мы даже поставим 2 кольца. Возможно, будет больше мощи. Смотрите, как легко разбирается. Вот так только раз. И все. Вышел коленвал. Ну, крутится туго. Вот смотрите, ребята, как выглядит коленчатый вал. Даже эпоксидка вот здесь залита. Видимо, тюнинг двигателя был. Работает эта система так.
Благодаря движению поршня в верхнюю мертвую точку в картере создается разрежение. В определенный момент открывается впускное окно и засасывает воздух в двигатель. Воздух при движении тянет за собой топливо, можно регулировать, вот там есть отверстие в трубочке, и как бы одновременно с засасыванием воздуха, так как там разрежение, создается и разрежение для топлива. Все благополучно заходит, после чего поршень двигается вниз, окно в это время закрывается, и в картере создается уже повышенное давление. После того, как поршень пройдет впускные окна, в гильзе цилиндров появляется просвет. И так как в картере давление избыточное, топливо-воздушная смесь попадает в цилиндр. Ну а далее, естественно, двигается вверх, окна вот эти перекрываются, сжимается топливо и идет воспламенение от калильной свечи. Она все время красненькая. Такая простая система, друзья. Но давайте вытолкну я поршенек, все-таки мы его изучим. Раз у нас исследовательское видео, мы должны понять, как оно выглядит все здесь. О, видите, одно кольцо. Вот что за дела? Почему оно здесь одно? Ни разу не видел, чтобы было два. А отверстие присутствует в поршне, то есть это не тюнинг был. Вот зачем оно здесь нужно? Может мне кто-нибудь сказать? И обратите внимание, здесь почему-то кольцо внизу, а здесь вверху стоит. Вот же непонятка. Может быть, все-таки снять это кольцо и поставить вот сюда, чтобы было два? Это же офигеть, как круто будет. Главное, чтобы получилось снять. Надо аккуратно как-то. Ну, вот оно, собственно, и причина, почему по одному кольцу. Как аккуратно я не старался, все равно оно рэпнуло, друзья. И теперь у нас точно всего лишь одно кольцо. Видимо, снимают, потом думают, ну нафиг, блин. И не трогают второе. Все, одно кольцо собираем и пробуем запускать. Подобрал наиболее подходящий пропеллер, диаметр 230 мм. Максимальные обороты должны быть в диапазоне 10-11 тысяч. Это мы еще проверим и посмотрим. Сейчас мне надо на зарядку поставить батарейку. Она будет поджигать свечу нам. Без этого его, к сожалению, не запустить. Потом можно снимать эту батарейку и будет движок работать уже на самоподдерживании. Также подзарядил вот такую штуковину. Ею мы будем запускать. Примерно так. Все, друзья, встречаемся через 5 секунд, когда я сделаю все необходимые приготовления. Так как используется метанол-яд, глазки лучше защитить. Там и нитрометан-яд используется. Так что дадим жидкого. Ну что ж, движочек скорее жив, чем мертв. Это радует, дает вспышки, пока не очень громко. Ну, сейчас мы поставим на стенд, возьмем тахометры. Наконец-то у меня крутые тахометры опять появились, механические. Чему я бесконечно рад. Мне их друг подарил. Настало время попробовать запустить его и измерить, собственно, оборотики со штатным винтиком. Оборотики буду измерять вот этим прибором, друзья. Это очень классная вещь. Раньше у меня такой был, пока не сломался. Перешел на электронные. Но электронные показывают цену на дрова. А вот часовой, слышите, как тикает? Он показывает очень точно. Причем в любую сторону можно крутить. Короче, поехали. Попробую запустить вручную его. Это компрессия вообще какая-то неважнецкая. Подозреваю, что вручную ничего у меня не получится. А может, контакт плохой? Шкварчит? Не слышно, чтоб шкварчал. Вы по-любому сегодня должны услышать этот звук. Так что попробуем на этот раз стартером запустить.
очень громко работает. Вы себе даже не представляете, друзья. Это просто нереальное что-то. Сейчас хочу попробовать. Это и был фактически режим. Попытки вывести в режим добавили, ну, лишь немножечко оборотиков. Как-то сразу угадал, на 2,5 оборотика открутил предварительно иглу. Ну, очень громкий он, друзья. Я даже не знаю, как с вами вести диалог при таком шуме. И это при том, что стоит большой винт. Весы сломались, и тягу, скорее всего, не получится сегодня измерить у нас. Ну, вы не переживайте, друзья, она здесь минимальная. Так на ощупь, ну, 300-400 грамм. Надо пропеллер, видно, как-то хорошо подбирать. Видно, надо его хорошо обкатывать. Короче, много чего надо, чтобы заработал этот двигатель. О, а чуть это не запустился. Тысяч оборотиков выдал, а должен давать 12 тысяч. Ну, сейчас мы это дело поправим, поставлю винтец поменьше. Может, выдаст он свои обороты. Этот заменим на этот. Ух, сейчас звук будет просто сумасшедший. $11 тысяч оборотов показал, что в принципе неплохо. В номинале должно быть 12 тысяч, но винтик чуть-чуть меньше в диаметре. Совсем чуть-чуть, там на сантиметр буквально, но у него больше шаг. Получается, если шаг ему уменьшить, то он уже бы 12 тысяч выдал. Да еще плюс, когда я прибором подношу, он тоже имеет какое-то сопротивление и снижает немножечко обороты. Тяга около 700-800 грамм, так вот на ощупь, ну небольшая. Жалко, весы перестали работать. Видно, жиром их залило настолько, что они более терпеть такое безобразие не могут. Хотя батарейку я недавно менял. Ну, тем не менее, тут не такая большая тяга в любом случае, да и винт не соответствует, да и обороты не такие большие. Единственное, что в нем большое, это децибелы. Вот тут он по полной отыгрывается. У кого, короче, был такой двигатель, напишите, друзья, была ли у него тяга или только децибелы. У меня на этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком, ребята. Всем пока, до новых встреч, ждем следующих видео. Кому очень интересно посмотреть на Бензиныч, поставьте двойной, тройной лайк, поставьте и пятерной просмотр. Все, всем пока.